29 июня. Последняя сводка в этом месяце. Всем привет, с вами Руслан Левиев. Знаете, мне эта неделя запомнилась кликбейтными заголовками, которые постоянно приходилось дезавуировать. Но обо всем по порядку. Начнем с Омской области. Я бы сказал так, что прошедшая неделя подтвердила слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, что ситуация на этом участке фронта стабилизировалась. Это подтверждают и многие Z-блогеры. Более того, украинским силам, судя по всему, удалось отбить то ли часть села, то ли все село Андреевка. То, что мы видим, описывается одним конкретным словом – контратака. Локальная, позиционная, тактическая контратака, которая оказалась успешной. И вот один из примеров кликбейтных заголовков на этой неделе – это то, что ВСУ перешли в контрнаступление в Сумской области. Зрители, читатели под двумя этими терминами подразумевают совершенно разные по масштабу вещи и правильно делают. Потому что даже с точки зрения военной терминологии между ними огромная разница. Контратака – это тактическое наступательное действие, предпринимаемое обороняющейся стороной с целью отбить потерянные позиции или стабилизировать линию фронта. Что мы, собственно, и увидели. А вот контрнаступление – это крупномасштабная наступательная операция, начинаемая после отражения вражеского наступления с целью перехвата стратегической инициативы и изменения обстановки на фронте в свою пользу. То есть цель контратаки – это остановить противника и замедлить продвижение. А цель контрнаступления – это не остановить, а сломить противника, освободить значительные территории и изменить ход всей кампании. Поэтому не нужно бросаться такими громкими словами. В своих ссылках и комментариях к прессе я ранее говорил, что, скорее всего, цель российских войск на Сумском направлении – дойти до линии сел Хотень, Писаревка и Храповщина, после которых начинается большой лесной массив. И вполне может сложиться и так, что они и до туда не дойдут, а линия фронта окончательно замрет по текущим позициям, как это произошло когда-то с Харьковским направлением в районе Волчанска. На прошлой сводке я вам рассказывал про наше большое исследование о производстве новых танков в России. Один из распространенных стереотипов, который мы поставили под сомнение в нашем материале, это то, что танки устарели, что они больше не нужны, потому что они уязвимы для беспилотников. Мы с этим не согласны, и вы можете почитать это в нашем материале. Но помимо этого, так совпало, что как раз после публикации нашего материала появилось видео Сумского направления, где украинский танк выезжает на передовую и стреляет по российским позициям. И кто-то скажет: не, ну понятно, там просто у российских войск дронов не было. Вот ВСУ и выехали на танке пострелять. Как бы не так, там были дроны. Мы прямо на видео наблюдаем, как танк уворачивается от атак беспилотников, а также ставит дымовую завесу для защиты. При этом то, что он отработал по российским позициям, может дать свои плоды. Потому что попасть танковым снарядом по блиндажу – это совсем не то же самое, что попасть по нему дроном. Поэтому вот вам конкретный пример, что да, у танков есть заметная уязвимость, но они по-прежнему нужны даже на этой войне. Двигаемся дальше. Описывая ситуацию на Купинском направлении, неделю назад я сказал, что Россия заявила захват сел Радьковка и Московка, оно же Мирное. Но подтверждения этому мы не видели. Теперь о продвижении российской армии в районе сел Радьковка и Голубовка сообщает украинский мониторинговый проект Deep State. И вот с Харьковской областью ИМХА на неделе была еще одна показательная история, связанная с одним заявлением Минобороны России. В начале недели они заявили о захвате села Петровское в Харьковской области. И мы каждое подобное заявление обеих сторон тщательно перепроверяем. И вот сел с таким названием в Харьковской области несколько. Но ни одно из них не подходило под заявление российского военного ведомства. Потому что либо они были далеко в украинском тылу, и до туда российские войска не могли дойти, они же не могут просто телепортироваться. Либо они были далеко в российском тылу, то есть захвачены много месяцев назад. И вот показательно, что даже такой известный и видный сторонник войны, как Александр Коц, член Совета по правам человека, между прочим, не смог разобраться, а где это село находится. И вот прям так, на голубом глазу, написал пост, что это село, которое находится в 15 километрах к востоку от реки Оскол и в 23 километрах к северо-востоку от Купинска. Для тех, кто постоянно изучает карты линии фронта, даже такого словесного описания будет достаточно, чтобы понять, что это очень далеко в российском тылу. И все равно у Коца как-то ничего не щелкнуло в голове. Мы же предположили, что Минобороны России имела в виду село Грековка Луганской области, которое до 2016 года называлось Петровское. Оно находится на границе Луганской и Харьковской областей. И там как раз незадолго до этого сообщили о продвижении российских подразделений. Так оно в итоге и оказалось. Самые большие изменения по линии фронта на этой неделе были на юге Донецкой области.
И это еще одна тема с кликбейтными заголовками про якобы обрушение фронта. Тут надо отдельное спасибо сказать Юлину Рёбке из немецкого издания Bild, который всегда был таким алармистом и человеком-качелями, за которым уже дальше начали повторять русскоязычные СМИ. И я сегодня побуду в роли такой Википедии. Буду разъяснять вам, чем обычные продвижения по фронту отличаются от его обрушения. Обрушение фронта – это внезапное, подчеркиваю, внезапная и неконтролируемая потеря войсками способности сдерживать наступление противника на значительном участке местности. Это когда он начинает продвигаться на десятки километров за сутки, когда отход обороняющихся сил идет панически, несогласованно, они бегут, когда открываются пути далеко в тыл, когда есть угроза массовых окружений. Ничего подобного на юге Донецкой области мы не видим. Окей, может тогда это не обрушение фронта, а прорыв украинской обороны? Давайте попробуем разобраться в разнице между просто продвижением и прорывом. Принципиальное различие между двумя этими терминами – это слом обороны. При продвижениях отступающая сторона, да, теряет позиции, населенные пункты, но оборона в целом сохраняется. В случае же прорыва происходит слом обороны и выход на оперативный простор. И характер боя становится совершенно иным – маневренным, с резким углублением, а не позиционным шаг за шагом. И многие тут могут начать спорить о том, ослаблена ли на этом участке местности украинская оборона. И по этому поводу можно долго дискутировать среди военных аналитиков, особенно учитывая, что на текущем этапе этой войны линия обороны – это не сплошная линия окопов. Тем не менее, я считаю, что на юге Донецкой области даже прорыва российских войск на данный момент нету. Только продвижение. Возьмите за ориентир хотя бы ту же Днепропетровскую область. Минобороны России еще недели 2-3 назад заявляла, что они широким фронтом наступают в Днепропетровской области. В действительности же, по состоянию на 29 июня, российские подразделения до сих пор максимум атакуют приграничные районы области. А что касается продвижения российских войск, то за неделю российские военные захватили села Запорожье, Ялта, Перебудова, Веселое и Шевченко. Украинский мониторинговый проект Deep State, говоря о ситуации на этом участке фронта, пишет, что тактическая группа украинских войск «Угледар», отвечающая за это направление, часто делала ложные доклады об удержании того или иного населенного пункта. К слову, видимо, поэтому наше мнение о текущей линии фронта так часто отличается от того, что отображает Deep State. Также они пишут, что тактическая группа «Угледар» специально порой держала 1-2 позиции с солдатами в населенном пункте только ради того, чтобы представлять его как находящийся под контролем ВСУ, даже если эти позиции находились в полном окружении. Недавно с руководящих позиций в этой тактической группе сняли генерала Сергея Наева. Плюс сейчас на это направление заводится свежесформированный 20-й армейский корпус ВСУ. Посмотрим, как это повлияет на результаты. Станет ли важнее военная стратегия, нежели политическая ситуация? По фронтовым действиям я также отмечу, что в последнее время мы все чаще видим применение российских шахедов для ударов по позициям недалеко от передовой. То есть обычно ведь, когда говорят про шахеды, имеют в виду удары куда-то далеко. Будь то Киев, Кривой Рог, Одесса и так далее. Теперь же ими бьют и по объектам относительно недалеко от передовой. Есть разные мнения по поводу того, почему шахеды начали применять в такой роли. Некоторые мои знакомые журналисты считают, что это потому, что на них поставили видеокамеры и радиоуправление. Лично я сомневаюсь, что причина в этом. Потому что поставить камеру и управление – это очень простая задача. Если бы проблема была в этом, то еще год назад начали бы применять шахеды по ближним тылам. У меня какой-то версии, какой-то я был бы полностью уверен, нету. Но я могу предположить, что это связано с ростом производства беспилотников. Их становится так много, что можно условные излишки пускать на эксперименты. Поэтому мы слышим и про шахеды-разведчики, а потом может появиться и шахеды-ретрансляторы. Кстати, внезапно снова ожило запорожское направление. Вспыхнули боевые действия по направлению на Малую Токмачку и Орехов. Почему пошла такая активизация, становится понятно, если посмотреть, что находится южнее. Примерно в 30 километрах южнее линии фронта расположены города Токмак и Молочанск. И эти топонимы в последние 3 недели часто фигурируют в новостях из-за ударов украинских беспилотников по поездам, которые стали регулярными. На этой неделе снова был такой удар. Есть видеозаписи с беспилотниками и поездом, а также российскими солдатами. Вот чтобы эта железнодорожная ветка стала безопасной для поездов, нужно отодвинуть линию фронта подальше в сторону Орехова. Поэтому и пошла активизация боевых действий на этом направлении. В предыдущей неделе, когда приходили такие новости об ударах по очередному поездам, едущему по югу оккупированных территорий, я полагал, что они едут со стороны Крыма
и разгружаются как раз вот где-то там, в районе Токмака. Теперь же приходит сообщение, что эти поезда идут с противоположной стороны, из оккупированной Волновахи в сторону самого Крыма. Если это правда, то получается вся железнодорожная ветка на юге оккупированных территорий полностью восстановлена и действует. Вроде как были планы построить ветку прямо вдоль побережья, от Мариуполя через Бердянск, Приморск, Мелитополь и далее на Новоалексеевку. Вот такая ветка была бы намного более защищенной от атак беспилотников. Но раз поезда сейчас ходят через Токмак, значит, более южная ветка пока не достроена. Тем не менее, получается, что какой-никакой, но все-таки железнодорожный коридор от России по югу оккупированной территории Украины и до самого Крыма уже действует. И это резко подрывает значение возможных ударов по Крымскому мосту, потому что теперь у него есть весомая альтернатива. Но и это позволяет значительно быстрее подвозить снабжение и перебрасывать войска между разными участками фронта. Если у вас есть какая-либо информация о состоянии этого железнодорожного коридора или отдельных участков этой ветки, то напишите в наш бот обратной связи. Служба безопасности Украины навострилась проводить воздушные атаки по тыловым объектам России. Вот только недавно отгремела история с операцией «Паутина». А теперь они ударили беспилотниками по аэродрому Мариновка Волгоградской области. По их заявлениям, в результате атаки уничтожено 2 бомбардировщика Су-34, а еще 2 повреждены. Независимых подтверждений урона нет. Но известный Z-блогер Fighter Bomber, близкий к российской военной авиации, в своих публикациях подтвердил потери в целом, не конкретизируя количество потерянных самолетов. Вчера СБУ провели новую воздушную атаку по российским авиабазам. На этот раз под удар попал аэродром Кировская в аннексированном Крыму. СБУ заявляет, что ударом уничтожены 3 вертолета разных моделей, а именно Ми-8, Ми-26 и Ми-28, а также комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С-1». Пока что независимо можем подтвердить только то, что на аэродроме что-то горело, судя по спутниковым снимкам, фиксирующим пожары. Про российские воздушные атаки на неделе был странный заголовок от Financial Times. Они написали, что Россия накопила 13 тысяч ракет и способна производить по 200 ракет в месяц. Мы привыкли к тому, что разные организации, ведомства склонны искажать цифры по разным причинам. Но даже Главное управление разведки Украины дает оценку в 2000 накопленных Россией ракет. Почему получилась такая кратная разница, становится понятным, если почитать материал Financial Times. ГУР в своих оценках накопленных Россией ракет считает только ракеты, которые используются непосредственно для воздушных ударов, которых они насчитали 2000. А вот авторы заметки Financial Times зачем-то приплюсовали к ним оценочные запасы ракет комплексов противовоздушной обороны С-300, С-400, которых примерно 11 тысяч. Так и получилось якобы 13 тысяч накопленных Россией ракет. Я понимаю, что иногда комплексом С-300 бьют по наземным целям, но все же его главное значение и применение – это противовоздушная оборона. Вы же не считаете оценки запасов ракет комплексов «Панцирь-С-1», «Тор», «Бук». Поэтому странно в контексте воздушных ударов России приплюсовывать оценку запасов ракет С-300. Ну и стоит сказать пару слов про саммит НАТО, прошедший в Гааге. Опять буду комментировать новостные заголовки. Я не считаю правильным говорить, будто бы Трамп смягчил свою позицию по отношению к Зеленскому и ужесточил по отношению к Путину. Трамп в своих заявлениях всегда подстраивается под конкретную обстановку. Он в одной ситуации скажет, что Зеленский – это диктатор, а в другой, что не мог он такого говорить. Может в один момент сказать, что закончит войну за 24 часа, а в другой сказать, что это был сарказм. Поэтому, если однажды случится встреча между Путиным и Трампом, то придется опять менять новостные заголовки и писать, что американский президент очень тепло отзывается о Путине, смягчил позицию по отношению к нему и ужесточил по отношению к Европе и Украине. Это же Трамп. Его на саммите также спросили про комплексы противовоздушной обороны и ракеты к ним для Украины. В частности, про комплексы Patriot. И он в ответ сказал, что Америка постарается найти для Украины поставки. И знаете, что-то мне подсказывает, что в скором времени он заявит, что сдержал свои обещания и поставил Украине еще один комплекс Patriot. Вот только это будет не американский, а израильский комплекс. Мы знаем, что Израиль уже довольно-таки давно передал его в Америку для модернизации, чтобы в дальнейшем он был поставлен в Украину. И что мешает Трампу приписать заслугу себе? Из американских запасов он явно ничего не собирается давать. Ведь придется еще и поблагодарить его за такую доброту и такой вклад в окончание войны. Я вообще удивляюсь, что на календаре уже 29 июня, Трамп уже 5 месяцев как президент, а его лика до сих пор нет на горе Рашмор. Непорядок. Такие вот новости у нас были в июне. Встретимся с вами уже в июле. Пока.